И вновь в прямом эфире «Планета мотоциклов». Сегодняшний наш рассказ про французский великолепный тяжелый армейский мотоцикл компании Гном Рон. Французская компания Гном Рон – это компания с большой технической историей. Еще в Первую мировую войну самолеты летали исключительно на моторах этой компании. Да и сегодня у нас в России для нашего отечественного ближнемагистрального самолета Сухой Суперджет СС-100 наша русская компания делает с наследницей компании Гном Рон двигатели, и они отлично и успешно летают. Тридцатые годы. На самом деле тогда обстановка и вообще мировая диспозиция была абсолютно не та, что мы ее сейчас представляем. Немцев достаточно долго не воспринимали всерьез. Почему? Потому что Франция обладала самой мощной армией на континенте в то время. Это уже другая история, что немцы ее расколошматили за 3 недели. Но французы очень серьезно готовились к войне. И перед вами живое подтверждение воплощения, так сказать, в металле вот этой подготовки. Это не какая-то там приспособленческая модель. Это первый армейский, специально разработанный мотоцикл с приводом на колесо коляски, который был сделан во Франции. А сам мотоцикл великолепен. Идет шустро, просто скачет по кочкам. Все-таки 800 кубических сантиметров и оппозитный двигатель дают о себе знать, дают ускорение и придают уверенности водителю. Силовая часть мотоцикла поражает воображение. Куда там авиационным двигателем? Оппозит 800 кубических сантиметров. Не немцы были лидерами в оппозитном мотоциклостроении в то время, а именно французы. Единственный мотоцикл в мире, у которого упругие элементы передней подвески сделаны из резины. Вспомните всем известные конструкции немецкого BMW Цундафа. Да, Абриста был заложен французами, карбюратор, генератор, оппозитный двигатель, коробка перемен передач в одном блоке с двигателем. Французы уже в 1935 году шагнули вперед. Посмотрите. Сцепление, дублер ножного сцепления и, конечно же, пусть еще без демультипликатора, но привод на колесо коляски.
все как закапотировано для того, чтобы это было крепко сбито и долго жило в бою. Французы, а вот и знаменитая табличка «Гном et Hon». И все оригинальное, заметьте. Очень интересные детали вот здесь. Это рычаг, который позволяет включить привод на колесо коляски. Едешь, вдруг тяжелые дорожные условия, водитель бац пяткой, и уже колесо коляски приводится в движение тоже. Привод на колесо коляски вкупе с вместительным боковым прицепом делали тогда этот мотоцикл просто острием военных инноваций, которые через 5 лет немцы успешно применяли в Блицкриге. Заднее колесо приводится в движение карданом, и я вам показывал рычаг, который, вот его привод окончательный, позволяет включить кардан на колесо коляски, и вот через эту трубу внутри расположен кардан. Крутящий момент передается на колесо коляски, и оно начинает крутиться. Безусловно, пока еще бездифференциальный привод применен в конструкции, то есть нужно быть осторожным на поворотах, имейте это в виду. Если вы подпишетесь на наш канал, если вы приедете к нам, вы сможете охватить всю военную мотоциклетную историю одним посещением. Ждем вас!